Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о том, почему соцветия гортензий начинают буреть, в чем причина. На почту поступило много вопросов о том, как понять, где грибок, а где, возможно, другая причина. Вообще причинами могут быть как грибковые заболевания, так и вирусное заболевание, а также влияние солнечных лучей, влияние влажности воздуха, росы и так далее. Итак, разбираемся, в чем же причина побурения соцветий гортензий на моих гортензиях. Вы видите и знаете о том, что практически все мои гортензии в течение всего дня растут на солнце, то есть растут под прямыми солнечными лучами. При благоприятной погоде, когда тепло и когда нет дождя, гортензия не изменяет окраску цветов на бурый цвет. Листья у нее очень хорошо выглядят, нет на них никаких заболеваний, иначе это бы было как на листьях, так и на побегах. Но соцветия тоже побурели. Дело в том, что у нас шли очень сильные, очень мощные дожди. И обратите внимание, на той стороне, которая закрыта от солнца, цветки не имеют побуревших лепестков. Нижняя часть соцветий вообще не побурела, она остается абсолютно чистой, потому что на нее солнце не падало. Те, которые находятся на солнце, побурели. Значит, можно сделать вывод о том, что это не заболевание, это не грибок, это не вирус, а влияние солнечных лучей после дождя. Если у гортензии изменились бы нижние соцветия, изменилось бы все соцветие, то тогда можно было бы предположить, что это или грибок, или же вирус. Гортензия Limelight растет у меня в полутени. Конечно, соцветие у нее значительно меньше, чем если бы она росла на солнце, но и подвержена она влиянию солнечных лучей меньше. А значит, и после дождя она сохранила соцветие в более таком красивом виде. И нижние соцветия у нее тоже абсолютно чистые, верхние тоже сохранили свой красивый вид. Если вы хотите, чтобы ваши гортензии вообще не были подвержены осадкам, сильным ливням, дождям, то, конечно же, вы их можете посадить в полутень. В этом случае вы получите более позднее цветение и более мелкие соцветия, не такие крупные, вот как, например, у полярного медведя, который тоже подвергся влиянию солнца после очень мощного, очень сильного дождя. Посмотрите, обратная сторона абсолютно у гортензии чистая, а верхняя часть, конечно же, на нее повлияли солнечные лучи. Если бы это был грибок или вирус, если бы это было какое-то заболевание, например, пятнистость какая-то, там ржавчина, септориоз или серая гниль, мучнистая роса, пироноспороз, это бы было видно и на побегах, и на листьях. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.